Подагра – это форма воспалительного артрита, вызванного повышенным уровнем мочевой кислоты в организме. Повышенный уровень мочевой кислоты в крови возникает в силу действия следующих факторов: погрешности в питании, употребление большого количества красного мяса, птицы, морепродуктов, злоупотребление алкоголем, отягощенная наследственность, сахарный диабет, сердечные заболевания, гипертония, высокий уровень холестерина, болезнь преимущественно мужчин, регулярный прием мочегонных препаратов, повышенная масса тела и другие. Основные признаки подагры: острая боль в суставах, обычно начинается внезапно, чаще всего ночью, и сопровождается покраснением, отечностью и повышенной чувствительностью к прикосновениям. Отечность и краснота суставов затрагиваются преимущественно суставы больших пальцев ног, но также могут поражаться коленные, локтевые, запястные суставы и другие. Ограничение подвижности: во время приступов подагры сустав может быть чрезмерно чувствителен, что затрудняет движение. Высокий уровень мочевой кислоты – это основной фактор, приводящий к образованию кристаллов мочевой кислоты в суставах. Длительность приступов: без лечения приступы могут длиться от нескольких дней до нескольких недель. Факторы риска включают в себя наследственность, повышенное потребление алкоголя, ожирение и определенные медикаменты. Для диагностики и лечения подагры рекомендуется обратиться к врачу, который проведет соответствующий анализ и назначит соответствующее лечение, включая препараты для снижения уровня мочевой кислоты и облегчения симптомов. Вот некоторые основные виды подагры. Перед тем, как перейдем к видам подагры, хочу упомянуть, что наш канал без подписки смотрят целых 70% зрителей. Прошу тех, кто не подписан на канал, но смотрят его, поддержать работу команды, подписаться и нажать на колокольчик. Сделайте так, чтобы кнопка подписаться превратилась в «Вы подписаны». Заранее спасибо и приятного просмотра. Подагрический артрит – это наиболее распространенная форма подагры. Она обычно поражает один сустав, чаще всего большой палец стопы, но также может влиять на другие суставы, такие как колени, локти, запястья и даже позвоночник. Этот вид подагры характеризуется внезапными и очень болезненными приступами артрита. Тофусная подагра. Подагра может привести к образованию особых образований, называемых тофусами. Это желтоватые или белесые отложения мочевой кислоты в суставах, коже и других тканях. Тофусы могут быть болезненными и вызывать воспаление. Подагрическая нефропатия. Этот вид подагры влияет на почки и может вызывать почечные камни, воспаление почечных канальцев и другие проблемы с почками. Подагрический статус. Этот вид подагры характеризуется продолжительными периодами боли и воспаления, а не приступами, как в случае подагрического артрита. Подагрическая болезнь сердца. Подагра может также повлиять на сердечно-сосудистую систему, вызывая увеличение сердца, гипертонию и другие сердечные проблемы. Важно отметить, что лечение подагры обычно включает в себя медикаментозное лечение для снижения уровня мочевой кислоты в крови и предотвращения обострений, а также изменение образа жизни, включая диету и управление весом, чтобы уменьшить риск обострений и осложнений. Если у вас есть подозрение на подагру, обязательно проконсультируйтесь с врачом для точного диагноза и назначения лечения. Диагностика подагры включает в себя ряд медицинских процедур и исследований, которые помогают врачу установить наличие этого заболевания. Вот основные шаги диагностики подагры. Сбор медицинской истории. Анамнез: врач проводит беседу с пациентом для выявления симптомов, длительности и характера болей в суставах. Важно рассказать о факторах риска, таких как семейный анамнез, диета и употребление алкоголя. Физическое обследование. Врач проводит обследование суставов, особенно сустава большого пальца стопы, чаще всего поражается при подагре. Осмотр может выявить признаки воспаления, включая покраснение, припухлость и повышенную чувствительность. Анализ крови. Анализ крови может показать повышенный уровень мочевой кислоты в сыворотке крови, что является характерным признаком подагры. Однако повышенный уровень мочевой кислоты может также наблюдаться у некоторых людей без симптомов подагры.
Анализ суставной жидкости. Для окончательной диагностики подагры может потребоваться извлечение суставной жидкости из пораженного сустава. Анализ суставной жидкости позволяет обнаружить кристаллы мочевой кислоты, что является диагностическим признаком подагры. Исключение других возможных причин. Врач может также провести дополнительные исследования, чтобы исключить другие состояния, которые могут иметь схожие симптомы, такие как инфекции или ревматоидный артрит. После проведения всех необходимых исследований и установления диагноза подагры, врач разрабатывает план лечения, о котором упомянули в предыдущем ответе. Важно обратиться к врачу при первых признаках подагры, чтобы предотвратить осложнения и облегчить симптомы. Лечение подагры включает в себя несколько аспектов, и оно должно проводиться под наблюдением врача. Вот общие принципы лечения подагры: лекарства, противовоспалительные препараты. Врач может назначить нестероидные противовоспалительные препараты, такие как индометацин или диклофенак, чтобы снять боль и воспаление. Препараты для снижения уровня мочевой кислоты, аллопуринол и фибуксостат, могут быть рекомендованы для уменьшения уровня мочевой кислоты в организме и предотвращения образования новых кристаллов. Колхицин. Этот препарат может помочь снизить воспаление и боли во время обострения. Диета. Избегайте продуктов, богатых пуринами, таких как мясо печени, креветки, сардины и алкоголь, так как они могут увеличить уровень мочевой кислоты в организме. Увеличьте потребление воды, так как это может помочь ускорить выведение мочевой кислоты из организма. Изменение образа жизни. Поддерживайте нормальный вес, так как ожирение может увеличить уровень мочевой кислоты. Избегайте алкоголя и переедания, особенно богатых пуринами продуктов. Физическая активность, регулярные умеренные физические упражнения могут помочь управлять подагрой и поддерживать нормальный вес. Профилактика. Принимайте медикаменты, как назначено врачом, даже если нет симптомов обострения. Регулярно проверяйтесь у врача и следите за уровнем мочевой кислоты в крови. Важно обсудить все аспекты лечения подагры с врачом, чтобы разработать индивидуальный план лечения, учитывая ваше состояние и особенности. Не стоит начинать лечение без консультации с медицинским специалистом, так как подагра может привести к серьезным осложнениям, таким как повреждение суставов и почек. Лечение подагры может включать в себя различные подходы, включая изменение диеты, прием лекарств и использование трав и натуральных средств. Однако перед началом лечения подагры важно проконсультироваться с врачом, чтобы разработать индивидуальный план лечения и убедиться, что он безопасен и эффективен для вас. Некоторые травы и натуральные средства могут помочь при подагре, в том числе череда содержит вещества, которые могут помочь уменьшить воспаление в суставах и облегчить боль при подагре. Красная клевер — эта трава может помочь улучшить циркуляцию крови и уменьшить воспаление. Черника имеет антиоксидантные свойства и может помочь в уменьшении воспаления. Куркума содержит куркумин, который обладает противовоспалительными свойствами и может помочь при подагре. Имбирь также имеет противовоспалительные свойства и может помочь уменьшить боли в суставах. Чеснок может помочь уменьшить воспаление и улучшить общее здоровье. Молоко череды может применяться местно для облегчения боли и воспаления. Однако следует помнить, что травы и натуральные средства могут взаимодействовать с лекарствами или вызвать аллергические реакции. Поэтому обязательно проконсультируйтесь с врачом перед использованием любых трав или натуральных средств для лечения подагры. Врач сможет предоставить вам более точные рекомендации и назначить подходящее лечение, включая лекарства и диету.